Добрый вечер, девушки, и если здесь есть и мальчики. Есть ли звук у нас? Есть ли у нас звук? Есть. Все отлично, все прекрасно. У нас сегодня тема нашего прямого эфира очень жизненная, очень интересная. Будем говорить о том, почему в жизни женщины повторяется один и тот же сценарий. Что это такое вообще? Сглаз какой-то, может быть, порча. Может быть, это какие-то потусторонние обстоятельства женщину подталкивают к совершению одних и тех же ошибок. Что с этим делать? Возможно ли с этим как-то бороться? Почему у женщины не получается создать свою семью? Почему у нее не получаются отношения с мужчинами? Я сегодня совершенно случайно нарвался на одного известного экстрасенса, который рассказывает о том, как выйти замуж, значит, дает рекомендации. Я вот некоторые из них записал. Что мешает женщине выйти замуж? Удивительные вещи происходят, честно. Не сушите волосы феном. Не сушите волосы феном. Это рекомендация экстрасенса. Вы там выдуваете какие-то жизненно важные элементы из своей головы. Не знаю, что там выдувается, перегреваетесь, возможно, как-то. Что он имел в виду, я не стал вдаваться в подробности. Дальше. Не спите на диване. Вот если вы хотите замуж выйти, на диване спать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что, как он это объясняет, в жизни женщины все должно быть очень статично. Никаких землетрясений, никаких потрясений. На диване не спим. То есть не должны вы спать на поверхности, которая трансформируется каким-то образом. Это вот тоже рекомендация такого чуда-экстрасенса. Дальше. Самый лучший способ определить, твой мужчина это или не твой, как вы думаете, что? Это интуиция. Вот нет никакого другого способа, по словам этого экстрасенса, определить, твой человек или не твой, это интуиция. У меня возникает вопрос. И сразу ответ и комментарий. Что это хреновая интуиция у нас у всех женщин страны. Потому что именно интуитивно женщина и выбирает себе чаще всего мужчину в состоянии влюбленности. Рассказывая своим подругам о том, что я прям чувствую, мы с ним знакомы миллион лет. Вот это еще одна рекомендация этого экстрасенса. Еще очень интересный момент. Если у вас есть кошечка, собачка, попугайчик или рыбка, или какая-то морская свинка или черепашка, у вас тоже могут возникнуть проблемы с замужеством. По какой причине? Вы растрачиваете свою энергию, значит, вот на этих котят, поросят, цыплят там, и так далее, и так далее. То есть животные должны быть только для того, чтобы их есть. А если вы их не едите, их можно заводить только тогда, когда у вас уже есть муж. Чтобы уже есть вместе с мужем этого попугая, который у вас вырос. Удивительно, так мало того, это же известный экстрасенс, это же просто ужас. Я там не все выписывал, там у него много рекомендаций было разных. Я поражался, сидел, насколько удивительно устроен мир и насколько какие-то люди, там, экстрасенсы, считают тупыми и глупыми всех остальных, зарабатывая на этом деньги какие-то. То есть убей там эту свинку морскую, оставь ее, диван выбрасывай, волосы больше не суши, только полотенцем. И так далее, и так далее. Ну и, конечно, ты послушаешь это все, думаешь, вот действительно, кто-то же это делает. Кто-то выбросил диван, кто-то выбросил своего кота в окно вместе с феном. Понимаете? Ну, это ужас какой-то. Просто какой-то ужас. Поэтому сегодня будем как раз таки говорить о том, почему в жизни женщины происходят обстоятельства и события, которые
действительно ее приводят к череде неудач в общении с мужчинами. Не буду говорить, что за экстрасенс. Здесь, кстати, есть девушки, которые мне как-то присылали его статьи и просили меня прокомментировать их. Типа, вот прям в точку. Вы угадали, я не буду произносить эту фамилию, пускай она у вас останется, да. Вы все правильно написали, это он и есть. Да, и у него есть там, конечно, какие-то объяснения, он аргументирует это как-то. Ну ладно, это его дело личное. Пусть он продолжает свои похождения по миру с разными заявлениями и рекомендациями о том, как выйти замуж. Я все-таки человек более склонный к таким, знаете, более реальным, глубинным проявлениям человеческой психологии, последствия этой психологии, искаженной. Я все-таки склонен к тому, что там в далеком детстве мы, будучи маленькими детьми, присваиваем себе массу установок негативных, где формируется наше и физическое тело, и наше внутреннее тело, где мы, естественно, формируем свое либидо, где мы формируем свое мировосприятие, где мы все-таки выстраиваем взаимоотношения с людьми, основываясь на том удивительном запросе, который мы начинаем формировать в детские годы. И давайте мы, наверное, поговорим о том, что самые, наверное, главные ошибки женщины, которые она совершает в период знакомства с мужчинами, она становится такой, знаете, опосредованной целью. То есть она становится средством для достижения цели. Вот когда женщина в отношениях с мужчиной становится средством для достижения цели, это утопия. У этих отношений никогда не будет будущего. А что значит стать средством для достижения цели? Вот если женщина приходит в мир мужчины, знаете, так, с полтычка, он встретил ее, и только лишь потому, что они друг другу симпатичны, эта женщина отдается ему, она соглашается с ним на отношения. При этом мужчина не проявляет себя ни поступками, ни действиями. Он никаким образом не показывает женщине, что она действительно значима для него, что она действительно является целью в его жизни. Да, у него есть основная цель — это дойти до каких-то вершин, совершенствоваться, зарабатывать деньги, многое-многое другое. Но следующая цель — это какая? Это создание семьи, это продолжение рода. И, соответственно, если женщина является целью, а не средством для достижения цели, вот тогда возможны отношения с мужчиной. Естественно, откуда берется вот эта сумасшедшая привязка к мужчине? Откуда берется вот это сумасшедшее желание обладать человеком? Почему вы хотите быть с этим человеком? Почему вы, натыкаясь на одного мужчину, пробуя себя с ним в отношениях, разочаровываетесь и уходите в поисках другого человека? Давайте мы опять совершим с вами такое путешествие в прошлое, путешествие в наши детские годы, где мы общались с мамами, с папами, со своими учителями, сверстниками, где нам, в принципе, взрослые люди рассказали, кто мы есть. Кто мы есть, для чего мы есть, на что мы имеем право, на что мы не имеем права. К большому сожалению, большинство из нас воспитывалось в семьях, где, в принципе, такое понятие, как заслужить любовь, оно было вполне естественным. Почему? Потому что для того, чтобы мама и папа были довольны нами, нам приходилось совершать определенные действия для того, чтобы угодить им, попасть в их ожидания, создать атмосферу в семье, где родители обязательно должны были гордиться нами. Мы росли в обстановке, где, в принципе, нас не принимали такими, какие мы есть. Нас не принимали вот такими, какие мы есть. Балованными, плохо учащимися, невнимательными, рассеянными. Мы должны были соответствовать тому запросу, который сформировали наши родители, учителя в школе и многие-многие другие из нашего окружения. Конечно, удивительным образом мы
сталкиваясь с какими-то неудачами в семейной жизни, не можем часто найти ответ на вопрос, почему у меня не получается создать крепких отношений с мужчиной. И прежде чем даже эти отношения и разрушатся, прежде чем даже эти отношения и развалятся, и распадутся, мне предстоит долгий путь, в котором я должна претерпевать определенные трудности и неудобства. С чем это связано? Как вы думаете, почему женщина все это терпит? Почему для женщины вот эти отношения идиотские, где ее никто не любит, не уважает, где ей никто не объясняет планов на будущее, где она не понимает своего места в отношениях, она не осознает вообще, кто она для этого мужчины? Почему женщина все это терпит? По какой причине? Именно по той причине, что в детстве она и росла в системе, которая была лишена в принципе любви. Была видимость любви, была формальная составляющая, была вроде бы семья, была мама, был папа, а может быть не было одного из родственников, и был маленький ребенок, либо дети. И эти взаимоотношения обязательно строились на чем? На заработке денег, на каких-то, на страхах, вы все правильно пишете, на страхе не угодить своим родителям, на страхе не угодить учителям. И наше сознание, наше подсознание формируется таким образом, секунду, я заблокирую тут человека, чтобы он не отвлекал нас. Наше сознание, наше подсознание формируется таким образом, что мы начинаем присваивать себе определенные сценарии, начинаем присваивать себе негативные установки, опираясь на которые мы в принципе и развиваемся в дальнейшем. Каким образом это происходит? Что происходит с детьми? Возможно, у вас сейчас есть дети. Возможно, и вы с ними пытаетесь сейчас строить взаимоотношения совершенно неправильно, не так, как в принципе это заложено природой и безусловным принятием. У вас отсутствует безусловное принятие. Возможно, я не спорю. Я не спорю. Но давайте мы начнем с чего? Давайте мы начнем, сейчас, секунду, я здесь подправлю тоже комментарий. Одну секундочку. Поехали дальше. Итак, смотрите, в раннем детстве абсолютно каждый ребенок, вы, я, ваши дети, ваши внуки будут присваивать себе определенные установки о собственном я. Присвоив эту установку, мы обязательно опробируем ее взаимодействие с окружающими нас людьми. И, например, если ваш ребенок должен угодить вам, и для того, чтобы добиться вашей похвалы, вашей любви, какой-то эмоциональной восторженности, ему приходится заслуживать это. Естественным образом этот ребенок будет делать все то же самое, общаясь с посторонними людьми, с противоположным полом. Вот то либидо нездоровое, которое будет заложено в вашем ребенке, оно обязательно трансформируется и будет проявлять себя в общении с противоположным полом, когда девочка вырастет. Мы сейчас будем говорить о девочках, давайте, потому что все-таки эфир для женщин. Каждый раз, когда вы будете натыкаться на какое-то противодействие со стороны мужчины, понимая, что у вас не получается с ним построить взаимоотношения, эти установки будут крепнуть. Почему? Потому что вы никогда не будете думать о том, что, возможно, это не обстоятельства, да? Возможно, это мужчина не такой попался, возможно, вам не повезло. Вы будете думать о том, что, может быть, мужиков хороших не осталось. Вы, может быть, будете думать все, что угодно. Все, что угодно. Но никто из вас не задумается над тем, что в вашем сознании уже давным-давно определенный шаблон, в соответствии с которым вы и притягиваете к себе мужчину. Он никогда не появится другой. Вот сейчас что нужно сделать? Давайте мы просто с вами ответим себе на вопросы. Как часто в вашей жизни происходили события в общении с противоположным полом, которые можно охарактеризовать одно и то же?
Вот одно и то же. Я познакомилась с мужчиной, я с ним выстраиваю отношения в период влюбленности, все вроде бы замечательно, проходит какое-то время, и все на этом заканчивается. И все на этом заканчивается. Следующий момент. Жизнь меняется, там, меняются обстоятельства жизненные, люди приходят, уходят, кто-то, появляются новые знакомые, эти новые знакомые перерастают в друзей, потом они отваливаются, неважно. Вот все, что не происходит в вашей жизни, имеет определенную такую текучку. Все имеет текучку определенную. Вы совершенствуетесь как профессионал, вы совершенствуетесь как спортсмен, как творческая личность. Но как женщина по какой-то причине вы не можете совершенствоваться. У вас почему-то есть некий определенный барьер, который мешает вам что сделать? Достигнуть счастья, достигнуть понимания и гармонии в отношениях с мужчинами. Возможно, здесь, конечно, говорить не только о том, что карьера развивается. Нет. Очень часто, секунду. Я, честно говоря, не могу. У меня уже сил не хватает от этих сумасшедших людей, которые написывают. Естественно, могут быть и совсем другие ситуации. Может и карьера не строится, могут и отношения не складываться. Все может валиться в общую кучу, в единый котел сваливаться и лететь просто крахом. И здесь удивительный момент, самый удивительный момент. Ребенок, который рос в отсутствии любви. Отсутствие любви это не значит, что мама и папа никогда ее не говорили. Нет. Достаточно просто выстроить оценочные отношения, в которых постоянно выдается некая оценка. Хорошо учишься, ты хорошая. Плохо учишься, ты плохая. Хорошо ведешь себя, ты хорошая. Плохо ведешь себя, ты плохая. И что происходит с детьми? Мало того, что ребенок подвергается постоянно какому-то эмоциональному давлению, где-то родители могут с ним взаимодействовать свысока, подавляя его личность, так в большинстве своем, даже вот взять нашу страну, Российскую Федерацию, у нас вполне себе нормальным является хлопнуть своего ребенка, побить своего ребенка ремнем, надавать ему по попе. Причем не просто надавать по попе, а прям настучать нормально. Взять ремень, шланг, скакалку. Совершить те поступки и действия, за которые во всем остальном мире уже давным-давно вы лишили родительских прав. Да, то есть вот у нас в семьях это нормально. Это абсолютно нормально. Побить ребенка. Побить ребенка. Что вы вдумаетесь, да, просто. И не избить, не будем это называть избить, хотя можно сказать. Но побить ребенка. То есть взрослый, абсолютно здравомыслящий человек, которому дан мозг для того, чтобы он научился взаимодействовать с собой, а потом передать способность совладать с собой ребенку, для того, чтобы у них наладилась какая-то связь и взаимопонимание. Он, не имея возможности донести свои мысли, пытается запугать ребенка и побить его. Для чего? Для того, чтобы не ища никаких больше аргументов, каких-то фактов, каких-то опровержений, либо доказательств, просто молча показать ребенку, что его место где? Где-то очень далеко. Как показать? Побить его. Просто побить. Поэтому, когда многие там психологи, особенно, я не буду сейчас вдаваться в подробности, что это за психологи, дают рекомендацию, что ребенка надо бить иногда, чтобы он чувствовал силу. Я всегда предлагаю таким психологам втащить разок по печени там куда-нибудь, если он, не дай бог, где-то неправильно что-то сказал во время телевизионного эфира или что-то недопонял. Это же прекрасно, скажите. Подойти и хлопнуть его по макушке за то, что он чего-то недопонимает. Но ты же не понимаешь юриспруденцию, ты же не понимаешь какие-то основы хирургии, кардиологии. Давай тебя побьем за это. За то, что ты такой тупой, ничего не понимаешь. Естественно, ребенок все это впитывает в себя. Ребенок понимает, что для того, чтобы мне понять, кто я такой, для этого обязательно нужен человек. Для этого обязательно нужен партнер. И человек, который вырастает, будучи лишенным вот этого безусловного принятия, для него поиск партнера, рядом с которым он может прочувствовать значимость своей личности, становится миссией.
Человек не может взаимодействовать наедине с собой. Он не может быть счастлив наедине с собой. Он не может осознать, что даже будучи без пары, без партнера, без мужчины, там, без женщины, я могу быть счастливым человеком. И не важно, что вокруг соседи выходят замуж. И не важно, что женятся другие мальчики и девочки. Ничего страшного, всему свое время. Я счастлива, потому что я есть у себя. Но все время, что ребенок растет, ему чаще всего прививаются совершенно иные установки. Ему рассказывают о том, что ты должен жить для того, чтобы угодить. Родители тобой должны гордиться. В школе ты должен быть таким. А когда, я извиняюсь, остается время у ребенка на себя, его просто не остается. Так вот, эта малышка выросла, стала уже девушкой. Естественно, представляете, что такое состояние влюбленности. Да, там Всемирная организация здравоохранения вообще буквально вот недавно приравняла состояние влюбленности к легкому психическому расстройству. И я абсолютно согласен. Почему? Потому что в состоянии влюбленности, вы все прекрасно понимаете, я об этом часто уже рассказывал, у нас начинает работать целый химический комбинат в организме, который сводит человека с ума. Он притупляет острое восприятие опасности. Состояние влюбленности притупляет ощущение какого-то лицемерия. То есть мы находимся в таком затуманенном состоянии. Вы представляете себе, вот в состоянии влюбленности девушка встречает мужчину, который также под воздействием своих гормонов, под воздействием своей потребности сексуальной обладать женщиной, которая ему нравится, он охотится, вышел на девушку. Естественно, вот эти два влюбленных человека встретились, лишенные любви когда-то в детстве, сидят и общаются. Понятно, что вот эта эмоциональная среда, в которой они находятся и пребывают, она подогревает их состояние. Почему? Потому что, видя перед собой то четкое отражение себя в эмоциональном подъеме, женщина видит практически себя. То есть она видит свое состояние в состоянии мужчины. Я влюблена, он влюблен, нам вместе хорошо. Естественно, вот у такого человека, у такой женщины, которая пережила достаточно много в общении с мужчинами, которая, в принципе, уже ошиблась не один раз, которая была обманута, которая была брошена, у которой не получилось свои отношения построить, она начинает изливать душу. Она может не говорить это прямым текстом, не обязательно говорить мужчине о том, что вот у меня такая несчастная судьба, меня никто не любит. Нет, не обязательно. Она может просто делиться какой-то очень важной для себя информацией, своими жизненными принципами, своими интересами. Для чего? Для того, чтобы прощупать и посмотреть, насколько она интересна мужчине. Но она это делает совершенно неосознанно. Неосознанно. Естественно, влюбленный мужчина — это какой мужчина? Это мужчина вот с такими ушами. Вот с такими ушами. У него уши, как у слоненка Дамбо, сразу становятся. Почему? Потому что его сумасшедшее желание насыщаться этой женщиной бесконечно в период влюбленности заставляет его отвечать ей взаимностью. Он тоже это делает не потому, что он так захотел, а так он устроен. И сидит вот это вот чудо с большими огромными ушами и внимательно слушает женщину, которую никто никогда не слушал. Мама с папой в детстве, учителя, то есть она доносит этому мужчине информацию, которая важна ей. Естественным образом, что происходит? Видя в мужчине внимательного слушателя, женщина начинает доверять этому мужчине. Она начинает понимать, что рядом с ним можно чувствовать себя спокойно. Наверняка он эту информацию будет беречь, наверняка он эту информацию будет хранить. А представляете, что происходит дальше? Это, знаете, такой излюбленный прием переговорщиков, когда ты начинаешь повторять жесты, движения, позу занимать такую же, как занимает твой оппонент напротив тебя, либо человек, с которым ты разговариваешь. Это, в принципе,
неконтролируемо происходит в период влюбленности. Этому даже учиться не нужно. Оба человека пытаются друг другу показать, что они очень едины. Не только в симпатии друг к другу, но и в каких-то взглядах, интересах и во многом другом. Ну, я часто привожу эти примеры, шучу и рассказываю о том, что девушка влюбленная, знаете, может сказать: а ты знаешь, а я люблю слушать там песни Николая Баскова, и у него тоже сразу глаза вот такие: ух ты, и я тоже люблю слушать песни Николая Баскова, у меня вон целый альбом. А я люблю кушать пиццу, и я люблю кушать пиццу, а я люблю роллы, и я люблю роллы. И женщина начинает сходить с ума понемножку. Почему? Потому что рядом с ней оказался самец, так похож на нее. То есть я вижу в этом мужчине полное отражение себя. Полное отражение себя. Но учитывая тот факт, что большинство мужчин, с чего я начал сегодня эфир, не ставят себе целью завоевать сердце женщины, а женщина становится исключительно инструментом для достижения совершенно другой цели. То есть у мужчины есть цели в жизни, а женщина ему нужна так, чтобы удовлетворять свои сексуальные потребности, чтобы находиться рядом с ней, чтобы там было кому с кем погулять, кому поплакаться в жилетку и наоборот. Чаще всего, к сожалению, происходит именно так. То есть, если мы говорим о некой ответственности мужчины за женщину, то современный мир устроен таким образом, что я, в принципе, готов, называя себя мужчиной, потреблять все твои ресурсы женские, но не всегда готов нести ответственность. Если вы хотите сказать, что это не так, тогда задайте вопрос мужчинам, с которыми вы сейчас в отношениях, но не являетесь их женами. Задайте ей вопрос: а почему я не твоя жена? И вы услышите массу всяких дебильных отговорок, там не время, узнать друг друга получше, еще что-то. Он начнет рассказывать вот эти сказки, истории, но при этом эти сказки и истории никаким образом не влияют на то, чтобы он удовлетворял свои сексуальные потребности рядом с вами. Удивительно, удивительно. И вот как раз таки в этот момент, а так устроена женщина, что ей очень интересно, что будет дальше. Вот что будет завтра, послезавтра, послезавтра. Почему женщина в понедельник начинает интересоваться у мужа своего, о чем мы будем делать в эти выходные. И у мужчины глаза, естественно, вот такие вытаращиваются: и слушай, сегодня понедельник. Понедельник, мы с тобой на работу едем, в пробке стоим, Ленинградское шоссе, смотри. А ты меня спрашиваешь, что мы будем делать в выходные. Конечно, женщине интересно, потому что это у мужчины все быстро, централизовано. Раз, два, три сделал. А у женщины это все вот поток сознания, ей нужно подумать, ей нужно проанализировать, составить план для себя, посомневаться, поуговаривать себя. И постепенно женщина подходит к периоду, когда она вынуждена очень аккуратно задавать мужчине вопросы. А кто я для тебя? А что я для тебя значу? А насколько серьезны наши отношения? То есть вопрос, насколько серьезны наши отношения после того, как мы уже 1,5 года спим с тобой, он вообще абсурден, вы понимаете это, да? То есть то, что вы спите, вообще не серьезно. А когда вы задаете вопрос: у нас же с тобой серьезные отношения, там, ну или как? А вы раньше об этом не могли спросить, еще до того момента, как вы начали спать с этим мужчиной? И в этот самый момент мужчина что начинает делать? Он возвращает вас в ваше прошлое, в детство. Причем вы этого абсолютно не понимаете. Вы задаете вопрос: что дальше? И мужчина берет вас, усаживает в машину времени, дает пендель и отправляет ваше подсознание в детство. Каким образом? Он говорит о том, что ты знаешь, дорогая, я тебя люблю, мне с тобой безумно классно, комфортно, но у нас есть очень много там каких-то задач, проблем, которые нужно решить, нужно узнать друг друга получше, сейчас еще не время, куда мы торопимся, все же нормально. То есть находится масса отговорок, которые говорят женщине, что ты не можешь быть единственной законной любимой женой, не можешь. И тут же она вспоминает свое детство, где она подсознание вспоминает все.
возвращая вас обратно в то детство, где вы заслуживали любовь. В то время, где вы пытались заслужить любовь у мамы, у папы, доказать им, что вас можно любить просто так, что вы заслуживаете любви, что вы действительно человек, которого нужно принимать безусловно, вот такой, какая ты есть. А что значит вот такой, какая ты есть? Это значит, что если ты со мной спишь, и тебе все нравится, и ты делаешь это регулярно, ты же после первых 2 раз не убежал никуда, ты же не исчез, не испарился, правильно? То есть о чем-то это говорит? Это говорит о том, что нужно каким-то образом продолжать отношения, развивать отношения. Естественно, и женщина начинает что делать? Она начинает заслуживать это право, чтобы ее любили. Она начинает заслуживать любовь, она начинает выслуживаться перед мужчиной. Она начинает делать все для того, чтобы он обратил на нее внимание. Чтобы он стал для нее невероятным, вернее, она становится для него невероятной любовницей, подругой, не имеет значения кем. Она создает условия, в которых он должен что сделать? Сказать ей: родная, дорогая, а давай-ка мы с тобой сейчас будем подавать заявление в ЗАГС, будем расписываться, будем жениться. Но этого не происходит. По одной простой причине. Потому что этот мужчина является миссией для женщины. Она очень заинтересована в том, чтобы он стал ее мужем. А этот мужчина не считает эту женщину своей миссией. Он считает ее средством для достижения своих целей. Совершенно разные цели у людей, понимаете? То есть женщина поставила себе цель выйти замуж за этого мужчину, а мужчина поставил себе цель при помощи этой женщины достичь своей цели. Совершенно разные пункты назначения у людей. Мы не понимаем, куда мы двигаемся, но думаем, что двигаемся в одну и ту же сторону. И ведь если залезть в мужскую коробку и правда задать вопрос: ты собираешься жениться на этой девушке? Я вас уверяю, 80% мужиков скажет нет. 80% скажет нет. Почему? Потому что пока на этих парах меня абсолютно все устраивает. Меня устраивает секс, меня устраивает то, что мне хранят верность, меня устраивает то, что за мной ухаживают, заботятся. У меня есть близкий человек, с которым я могу поговорить и так далее, и так далее. Но по какой-то причине нет никакой конкретики. И когда я говорю девушкам: задайте конкретный вопрос своему мужчине. Какие дальнейшие планы у тебя на жизнь? Я вообще буду с тобой или не буду с тобой? Удивительным образом ничего не получается. И вот что происходит? Женщина доказывает. Женщина понимает, что она не может никаким образом повлиять на мужчину. Да, вот там видите, херня, это все, интересно, насколько вас хватит. Давайте дальше продолжим. Не обращайте внимания на комментарии такие. Особенно современным девушкам, знаете, которые вот здесь часто появляются и пишут: а если мне нравится частая смена половых партнеров? Это говорит о том, что у вас психическое расстройство сексуальное, с ним нужно обращаться к специалисту. Это не говорит никаким образом о вашем характере и темпераменте, да? То есть это состояние психического сексуального расстройства, с которым нужно действительно работать. И поэтому давайте будем честными и откровенными с собой. Честными и откровенными с собой. Не получается и никогда не получится построить нормальных отношений с мужчиной до тех пор, пока в женщине живут ее негативные установки, пока в женщине живет низкая самооценка, пока в женщине живет отсутствие любви к себе. Вот пока женщина не проработает себя, не повысит свою самооценку, не начнет развиваться как личность, не начнет создавать для себя ощущения и условия счастья, в которых она будет являться руководителем и хозяйкой своей жизни, ничего не поменяется. Вот этот сценарий, который мы называем, да, венец безбрачия, сглаз, порча, сходите к бабке какой-нибудь, заплатите деньги, она вам скажет: у тебя весь род проклят. Почему? Потому что и бабка твоя была
замужем за дедом, который умер от алкоголя, и детка, и все у вас умирали, понимаете, все у вас умирали от алкоголизма, и на тебе венец безбрачия. А дело не в венце безбрачия. Дело в том, что ваша внутренняя установка говорит, для того, чтобы быть счастливой, тебе нужен партнер. Только лишь партнер. Ты не можешь быть счастлива без партнера. Почему? Потому что вы были в зависимости от своих родителей, от близких вам людей, которые давали вам дозированную любовь. Давали дозированную любовь. А вы сейчас, будучи взрослым человеком, не можете ее ниоткуда получать. У вас не получается ее брать. Откуда? Ведь ваша идея, ваш смысл жизни — это поиск партнера. Так вот, для того, чтобы действительно построить взаимоотношения с мужчиной и осознать, по какой причине у вас не получается эта связь, что нужно сделать? Первое. Необходимо просто выбросить эту мысль. Просто выбросить эту мысль и отказаться от нее, что я хочу выйти замуж. Я хочу построить счастливые отношения с мужчиной. Вот от этой мысли нужно отказаться здесь и сейчас. Почему, я сейчас объясню вам. Следующий вопрос нужно себе задать. А что я представляю из себя на сегодняшний день? Что я представляю из себя на сегодняшний день? Кто я? Я люблю себя? А насколько я наполнена изнутри? А чем наполнена моя жизнь? А за что я себя люблю? А из чего состоит моя жизнь вообще? Что это за содержание моей жизни? И когда вы понимаете, что ваша жизнь — это пустота, и вы хотите с этой пустотой прийти в другую пустоту и создать из этого нечто подобное, то что произойдет? Скажите мне. Ничего. Просто ничего. Вы будете постоянно встречаться с мужчинами, загонять их в собственный сценарий. Вы будете находить для себя эмоционально недоступных мужчин. А что значит эмоционально недоступных? Это тех мужчин, которые будут напоминать вашему подсознанию картинки прошлого. Других мужчин вы не замечаете, других мужчин вы не видите. И вы можете 300 раз сказать, да где они, эти нормальные и достойные, так а вы не сможете с ними взаимодействовать. Человек с негативными установками и с низкой самооценкой не способен взаимодействовать с другим человеком, у которого здоровая самооценка и здоровые установки. Почему? Объясню, элементарный пример приведу. Встречаясь с нормальным мужчиной, как вы говорите, достойных мужчин не осталось. Встречаясь с мужчиной, у которого все в порядке с кукушкой, у него все в порядке с самооценкой, у него все в порядке с его психикой, он справился со своими негативными установками уже давным-давно. Он живет полноценной жизнью. Встречается женщина, очень остро нуждающаяся в любви. И вот, видя перед собой достойного мужчину, она цепляется в него как сумасшедшая, как клоп впивается, как пиявка. Что начинается? Она начинает подавлять свободу его передвижения, она начинает выпрашивать у него постоянные признания в любви для того, чтобы он что делал? Доказал ей, что она действительно важна в его жизни. То есть все ее взаимодействие с этим супер мужиком строится через постоянное утверждение и подтверждение его чувств. Мужчине это очень неприятно, когда женщины блокируют его свободу, когда женщина начинает ревновать его на ровном месте, когда женщина пытается подсадить ему какие-то негативные установки о том, что с ним что-то не так, и что он чересчур там к ней скуп в отношениях и много-много-много всего остального. Что происходит с этим мужчиной? Он рвет такие отношения, он разворачивается и уходит, говорит, слушай, ты меня, конечно, прости, мне это не надо. Я, честно, не для этого здесь живу, для того, чтобы бегать перед тобой и доказывать тебе свою искренность. Он разворачивается и уходит. А женщина, которая жила в этом состоянии, кричит, что нормальных мужчин не осталось. Больше некому доверять. Все жлобы, все козлы. Естественно, все козлы. Потому что у тебя внутри пустота. Туда крикни и эхо. В тебя крикни внутрь и эхо будет. У тебя нет ничего больше. Ты надеешься, что тебя сделает счастливым другой человек. Сидишь на диванчике, смотришь сериальчики и все.
Поэтому еще раз хочу сказать, что для того, чтобы сломать этот сценарий, для того, чтобы сломать эти установки, для того, чтобы лишить возможности мужчин пользоваться вами, нужно думать не над тем, где найти достойного мужчину. Нужно думать не над тем, где и как с ним познакомиться. Нужно думать не над тем, какими словами, какие слова использовать на первом свидании, какие вопросы задавать. Вот вы понасматриваетесь вот этой вот порнографии в Ютубе. 5 главных вопросов, которые надо задать мужчине на первом свидании. 8 главных вопросов, которые нужно задать мужчине после первого секса. 13 вопросов, которые нужно задать, когда он съест первую котлету. 24 вопроса, когда он выйдет из туалета. То есть вы понимаете, вас учат чему? Учат отвлекаться от себя самой. А задайте себе 150 главных вопросов. Задайте себе 150 главных вопросов. Сломайте себя изнутри, научитесь с собой взаимодействовать. Научитесь просыпаться счастливой женщиной без мужчины. Научитесь проводить время, научитесь развлекаться, хобби, друзья, спорт, музыка, рисуйте, путешествуйте, занимайтесь любимым делом. Нет, вы сидите, что? Живете в дефицитном режиме для того, чтобы пришло какое-то создание и сделало вас счастливой. И вы действительно ждете этого, вы действительно сидите, читаете эти книжки, как познакомиться, как привлечь достойного мужчину. Как вы думаете, компания Mercedes или компания Rolls-Royce, которая производит автомобили высшей категории, да, там лакшери, как там называют, уже не важно. То есть это такой топ-уровень, Rolls-Royce. Как думаете, заинтересована компания Rolls-Royce в том, чтобы бегать и изучать, как привлечь к себе клиента? Да нет, там уже клиент и так знает, что такое Rolls-Royce. Клиенту не нужно объяснять, что Rolls-Royce это качество. Клиент и так знает, что если он идет в автосалон Rolls-Royce, то ему не нужно спрашивать, это китайская кожа, а это натуральное дерево, а это не отвалится через 3 дня. Понимаете? Вот так же и здесь. Когда женщина себя прокачивает изнутри, когда женщина становится вот таким Rolls-Royce внутренним, ей не нужно привлекать к себе внимание. Внимание привлекается автоматически. Почему? Потому что женщина наполненная, женщина живая, женщина яркая, она всегда привлекает к себе внимание мужчин. А женщина опустошенная, как Лада Калина, понимаете, вот она едет там, дребезжит вся уже, и только ей бурчит, что там бензин хреновый, там дороги плохие, там все плохо, И на эту Ладу Калину всегда найдется спрос. Почему? Потому что есть масса желающих воспользоваться тем, что плохо лежит, что не очень-то дорого и стоит. А по какой-то причине вы сами себя превратили вот в эти вот запорожцы, Лады Калины там, и в остальные дешевые машинки. И ждете, что в вашу жизнь придет какой-то человек, достойный мужчина, и что вы построите с ним отношения. А теперь спросите у себя, а я знаю о своих негативных установках, а я знаю о том, какие психотравмы я получила в детстве, а я проработала отношения с родителями, отношения с мамой, отношения с папой. А вы знаете о том, что женщина выбирает себе мужчину, ориентируясь не на отца своего, это вам рассказывают тоже дурики разные. Понимаете, говорят о том, что вот женщина выбирает мужа, похожего на папу. Конечно, женщина выбирает мужа себе, похожего на маму. И вот если у вас не произошла сепарация психологическая с матерью, ваш мужчина будет точным отражением вашей мамы. По своему психотипу, по форме взаимоотношений с вашей мамой. Вот таким он будет. А если у вас не проработаны отношения с родителями, если у вас не проработаны негативные установки, если у вас напрочь стерты границы личного пространства, если в вашей жизни присутствуют некие обстоятельства, которые постоянно лишь как снежный ком усиливают ваши негативные установки. Усиливают. И вы надеетесь на то, что завтра вы встретите мужчину, который скажет вам: выходи за меня замуж.
Это не говорит о том, что вы плохая. Вы можете быть самой классной. Вы можете быть самой умной, самой красивой, самой сногсшибательной. Вы можете работать, вы можете зарабатывать деньги, вы можете развиваться. Но в какой-то момент срабатывают установки, которые загоняют вас куда? В некий шаблон взаимодействия с мужчинами. Это вот как жены алкоголиков. Они бьют себя в грудь и рвут на себе волосы. Мой муж, там, алкаш, если бы ты знала, как я от тебя устала, если бы ты знала, как с тобой тяжело. Так в том-то все и дело, что если бы тебе было тяжело, и если бы ты устала, ты бы давно уже ушла. Но тебе очень кайфово жить с человеком, который на твоем фоне является недееспособным, неполноценным. Алкоголик на твоем фоне — это низшее существо. А так как у тебя низкая самооценка, ты способна взаимодействовать только вот с этим человеком. Ты самоутверждаешься за счет того, что подавляешь его постоянно, контролируешь, прививаешь ему комплексы неполноценности, говоря, что ты алкаш, вонючий, я тебя терплю, да другая бы тебя послала. Ну конечно послала, ну конечно. Поэтому о чем это говорит? Что или там она из жалости живет с алкоголиком? Это вообще бред какой-то, нужно голову тогда идти лечить. Поэтому, вот, когда мы разговариваем о том, что женщина с негативными установками, Вера, с чем вы не согласны? Мне просто даже интересно. Когда женщина живет с негативными установками, она обязательно притягивает в свою жизнь кого? Мужчин с явно выраженными дефектами, с явно выраженными недостатками, с явно выраженными какими-то привычками. Для чего? Для чего? Для того, чтобы, взаимодействуя с ними, чувствовать себя полноценной. Алкоголиков лечить нужно, а не семью строить. Да, с алкоголиками вообще связываться не нужно. Пусть они бухают себе дальше и занимаются своими делами. Пусть они пьют дальше и занимаются своими делами. А вы занимаетесь своими делами. Что с алкоголиком жить, скажите мне. Что делать с алкоголиком? Перевоспитывать — это его личное дело. Он хочет пить, пусть пьет. Вы поймите, что перевоспитать не получится. Вы можете либо научиться взаимодействовать с ним и принимать его вот таким, какой он есть. Пусть пьет, пусть, не знаю, все что угодно делает. Пожалуйста, пожалуйста. Вы либо принимаете его, либо не принимаете. Не принимаете — уходите. А что вы сидите возле него? Дети у нас общие, семья нужна полноценная, бред полнейший, отношения двух невротиков. Не нужно это рассказывать, ерунду вот эту. Поэтому еще раз хочу сказать, что возвращаясь обратно в наше детство, возвращаясь, потом совершая путешествие в детство, потом возвращаясь обратно к своей взрослой жизни, вы должны понять и осознать, что вот этот повторяющийся сценарий взаимоотношений с мужчиной, это никакая не порча, это не проклятие, это не какой-то наговор, это не какие-то там бабкины штучки, деткины, гадалкины. Это исключительно ваша внутренняя установка, которую вы не знаете, как сломать. У вас не получается. У вас не получается сломать эту установку. Идите, обратитесь к психологу, обратитесь к психотерапевту, который поможет вам определить, почему у вас не получаются отношения с мужчинами. Если не хотите к психологу, к психотерапевту, присоединяйтесь к нашему курсу. У нас 20 сентября, в этот четверг, стартует уже 7-й поток онлайн-курса «Я женщина». 7-й поток онлайн-курса «Я женщина». Это самый крутой курс в интернете по трансформации женского сознания, по трансформации внутренних установок, по проработке родительских отношений, по повышению самооценки. Если кому-то это интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики, я вам скажу, что нужно сделать для того, чтобы оказаться на этом курсе. И расскажу вам коротко о тех условиях, об условиях участия. Курс стартует 20 сентября, продлится ровно 4 недели. Ровно 4 недели будет длиться курс «Я женщина». Он проходит в режиме онлайн. Вы можете принимать участие в этом курсе вне зависимости от того, где вы находитесь.
Это может быть Россия, это может быть Украина, Америка, Белоруссия, Казахстан, неважно. В любой точке мира, где бы вы ни находились, вы можете принимать участие в этом курсе. Ровно 4 недели. Ежедневно вы будете получать задания письменные в закрытые группы. 2 группы. Одна группа ВКонтакте, другая группа в Facebook. Ежедневно вы получаете задания письменные, которые выполняете. Это очень глубокая психологическая проработка. Это не бла-бла-бла, купи платье, накрась губы. Нужно работать, нужно брать ручку, нужно брать рабочую тетрадь, садиться, писать, выписывать, анализировать, давать обратную связь психологам, которые с вами на курсе вместе работают. Вы выполняете задания, делитесь результатами в общей группе с девочками. Если есть информация, которой вы не хотите поделиться, и это очень интимная информация, вы делитесь исключительно с психологами на курсе, отправляете им индивидуальное сообщение для того, чтобы поделиться тем, что вас беспокоит. Естественно, за 4 недели, помимо того, что вы выполняете письменные задания, вы постоянно находитесь в чате в прямом контакте с психологами, со мной еще с несколькими психологами. Плюс у нас по выходным проходят вебинары, видеовебинары в закрытых группах. За 4 недели вы будете участвовать в 7 вебинарах. У нас будет 7 вебинаров, невероятно крутых, невероятно глубоких. И для проработки взаимоотношений с родителями, и на повышение самооценки, и на то, как строить отношения с мужчинами. И вебинары, основанные на психологии судьбы, для того, чтобы прокачать себя изнутри, поменять свою жизнь. Вебинары веду я, один вебинар ведет Елена Бажук, наш тоже психолог и соавтор этого курса. Дальше, еще очень интересный момент. После того, как вы заканчиваете обучение в этой группе, когда заканчивается курс, спустя 4 недели, вы попадаете в следующую закрытую группу, в абсолютно бесплатную, где пожизненно находитесь с теми девушками, которые уже прошли курс и которые будут проходить его еще в дальнейшем. То есть это закрытая поддерживающая группа, где вы всегда сможете пообщаться и с психологом, и с такими же девушками, как вы, которые участвовали в этом курсе, и задать вопрос, и посмотреть какие-то рекомендуемые книги, и посмотреть рекомендуемые фильмы, и поучаствовать в бесплатных мероприятиях там в рамках этой поддерживающей группы. Это и коуч какие-то программы будут, и терапевтические программы, и много-много-много интересного. Мы начинаем и стартуем ровно 20 числа. Давайте поговорим о стоимости. Стоимость курса для одного человека всего 3900 рублей. Всего 3900 рублей. Сейчас, секунду. Всего 3900 рублей участие за 4 недели обучения в курсе. То есть это 4 недели обучения, это 7 видеовебинаров двухчасовых. Это невероятно глубокая программа. Ничего подобного вы за такие деньги в сети интернет не найдете. Это уже 7-й поток, 7-й. Сейчас еще идет 6-й, но скоро начнется 7-й. Я вам могу сказать так, что через 4 недели, если вы будете выполнять все задания, которые вы будете получать на курсе, вы посмотрите, как поменяется ваша жизнь. И для кого этот курс? Этот курс для девушек, у которых не получается построить отношения с мужчинами. Этот курс для девушек, которые находятся в отношениях с мужчинами, но эти отношения уничтожают их. Они не могут по какой-то причине прийти к состоянию гармонии. Этот курс для девушек, которые не могут добиться успеха и в карьере, и в бизнесе, и в творчестве, и в спорте, неважно. То есть это комплексная трансформационная программа по оздоровлению личности женщины, по оздоровлению ее психологического, психического состояния. Мы трансформируем самооценку, просто взрываем ее, понимаете? Не просто рассказываем какие-то истории о том, как что-то нужно сделать. Это работа. То есть, если вы планируете прийти на курс и думаете, что вам там откроют рот и дадут таблетку, скажут: на, глотай, ты счастлива, я бы с удовольствием, если бы у меня были такие таблетки.
Но это 4 недели работы над собой. Это нужно что сделать? Вернуться в прошлое, перевернуть его с ног на голову. Перелопатить все, выстроить в нужном порядке, вернуть обратно и сказать: все, девочка, иди. Вот девушки, которые сейчас учатся на 6-м потоке, если они здесь есть, я не знаю, ну пускай напишут. Пускай напишут, помогает им это, не помогает. Да, вот Кирилл пишет: девочки, мы вас и так любим, конечно. Да что ж не женитесь тогда? А дело в том, что молодые люди думают, что у них нет негативных установок, у них высокая самооценка у всех, понимаете? У нас 90% населения Земли живет вот с этой деструктурированной самооценкой, отношением к себе. Поэтому слушайте себя, посмотрите на свою жизнь. Не надо смотреть на соседа, не нужно смотреть на соседку. У себе задайте вопрос: я счастливая женщина, у меня все нормально в этой жизни вообще? У меня вообще все хорошо в моей личной жизни? Или, возможно, что-то происходит, я не понимаю, по какой причине у меня не получается стать счастливой. Вот если у вас не получается, ну тогда принимайте решение. Тогда принимайте решение. Каким образом вы можете зарегистрироваться? Еще очень важный момент. Это стоимость курса 3900 для одной участницы. Если вы хотите принимать участие вдвоем, то есть вы можете найти себе партнера, подругу, неважно где, здесь в обсуждениях, либо подругу из другой страны. Вы пишете нам в сообщениях: у меня есть напарница, мы с ней хотим пройти вместе курс. У вас будет одна и та же программа, вы будете проходить ее отдельно друг от друга. Это пакет 1+1, он стоит 5900. 5900 рублей. Соответственно, на двоих 2950 рублей. Это на 1000 рублей практически дешевле, чем стандартный пакет. Поэтому принимайте решение. Ссылка на регистрацию в курсе находится у меня в верхней части профиля Instagram. Верхняя часть профиля написано: Марк Бартон, психолог, телеведущий. Ниже есть маленькая ссылочка. На нее нажимаете и попадаете на сайт курса, где можете пройти регистрацию. Девушки, которые смотрят трансляцию в ВКонтакте, я вам сбрасываю ссылку на регистрацию в обсуждении. Вот здесь она находится. Еще раз напоминаю, что мы стартуем 20 сентября, в четверг. Появляется первое задание в группе, и мы начинаем очень серьезную, качественную трансформацию вашего сознания, вашей личности. Повышаем самооценку, обнаруживаем ваши негативные установки, производим диагностику, работаем с границами личного пространства и многое другое. Начало у нас 20 сентября. Это курс онлайн, поэтому можете принимать участие абсолютно из любой точки мира. Если у вас не получается, если у вас нет возможности зарегистрироваться по каким-то техническим причинам, также можете писать мне личные сообщения и ВКонтакте, и в Инстаграм. Мы обязательно поможем вам, я свяжу с вами менеджера, который вам поможет. Если вы уже оплатили курс за двоих участниц по пакету 1+1, напишите администратору в сообщении, что ваша вторая участница, напарница вот такая-то, такая-то, ее тоже добавят в группу. Если у вас вдруг не получается найти себе партнера для участия в этой программе 1+1, вы также можете написать нам сообщение для того, чтобы, возможно, к нам кто-то обращается, девушки, такие же, как вы. Мы будем вас состыковывать и отправлять вам промокоды. По которым вы сможете оплатить свою часть пакета 1+1. Еще раз напоминаю, ссылка для регистрации в курсе находится в верхней части профиля Instagram. Вот вы сейчас смотрите трансляцию, мой профиль, Марк Бартон, психолог, телеведущий, есть ссылочка ниже. Нажимаете на нее, попадаете на сайт курса. Сейчас мы пропадем в Instagram через 8 секунд. Заходите обратно, я буду отвечать на ваши вопросы. Девочки, ВКонтакте, вот вам ссылка на регистрацию в курсе.
Так, давайте мы тогда поговорим сейчас на тему взаимоотношений, а конкретно будем говорить отвечать на вопросы, по какой причине не получается построить счастливые отношения. Давайте будем в этом контексте общаться. Елена, ну вот смотрите, чаще всего люди с низкой самооценкой попадают в такие созависимые отношения. Люди с завышенной самооценкой, наоборот, в противозависимые. Наоборот, в противозависимые. Ну, как я вас могу отправить в психушку, скажите мне, пожалуйста. Может ли изменник остановиться или Горбатова могила исправит? Ну, конечно, может. Почему не может? Но если эта измена произошла один раз на почве каких-то недопониманий в семейных отношениях, что вообще послужило причиной для измены? Если это система, вот тогда уже точно Горбатова могила исправит. Так, бывают ли бывшие уголовники? Надо ли связываться? Слушайте, но уголовник уголовнику рознь, понимаете? У нас так часто бывает, что люди вообще сидят ни за что. И сказать о том, что человек, который отбыл какой-то срок, это не человек, так же тоже нельзя, правильно? Среди людей, отсидевших, очень много порядочных людей, как это ни странно бы звучало. Почему? И человечных людей очень много. Сидят по совершенно разным статьям. Поэтому говорить и обобщать, знаете, там, вот, это отсидел. И что дальше, что отсидел? По малолетке, знаете, что происходит? Ну как это, просьба не удалять группу после окончания обучения. Группа будет несколько месяцев храниться еще, потом она, естественно, удалится. Спустя 1,5 года отношений мужчина решил точно для себя, хочет ли он связать жизнь с этой женщиной. Это вопрос, я не могу понять. Там стоит знак вопроса, что решил, не решил. Так, если он хочет быть в семье, но мне с ним не интересно. Он остался в 20-летнем возрасте. Ну а что нужно сделать? Марк, согласны ли вы с тем, что мысль материальна? То есть, если я буду думать только о позитивном и хорошем, то и жизнь наладится. Так? Не так. Не так. Давайте мы на этом заострим внимание с вами. Смотрите, очень интересный вопрос задала Ольга. Последнее время очень часто можно услышать от разных специалистов, коучи, там, бизнес-тренеры, тренеры по личностному росту, которые рассказывают людям о том, как нужно визуализировать свое будущее, что нужно визуализировать себя успешным человеком,
нужно визуализировать себя богатым, нужно визуализировать себя счастливым, и нужно постоянно представлять себя, погружая мысленно в состояние, где я чувствую вот себя самый-самый-самый-самый классный и счастливый. Давайте поговорим об этом. Смотрите, когда человек начинает представлять себя успешным, богатым, счастливым, запускается наша поощрительная система. Что такое поощрительная система? Это дофаминергическая система, которая отвечает за выработку дофамина. А что такое дофамин? Это гормон наслаждения, удовольствия. Он приносит такой неимоверный кайф. Это наркотический гормон, от которого человек впадает в зависимость. Как от наркотиков. Потому что когда человек употребляет наркотики, происходит такая же выработка дофамина. И происходит такое же привыкание. Абсолютно такое же привыкание. Что происходит дальше? Когда человек, искусственно визуализируя свое состояние, пространство, богатство, нагоняет дофамин, он подвисает в этом состоянии и впадает от него в зависимость. Очень важный момент. Дофамин вырабатывается в двух случаях. В предвкушении действия и в самом действии. То есть, если я еду домой с мыслями о том, что я сейчас приеду, а меня там ждет жена в сексуальном пеньюаре, у меня начинают фантазии работать и уровень дофамина подскакивает. Но если я приезжаю домой, понимаю, что дома никого нет, и мне приходится есть Рафаэлло с мясом, замороженные из морозилки, самостоятельно грызть их сырыми, уровень дофамина падает. А это свойственно людям, которые часто просматривают порнографические фильмы. Это свойственно людям, которые часто листают порнографические журналы, рассматривая голых женщин, мужчин, неважно. Для чего? Мы искусственно нагоняем уровень дофамина для того, чтобы испытать некий кайф. Так вот, любое искусственное нагнетение дофамина и запуск дофаминергической системы, он должен сопровождаться действием. Поэтому, если вы просто сидите на диване, лежите и думаете о том, что вы уже богаты, что вы уже счастливы, дофамин работает и благодарит вас так, словно это у вас уже действительно есть, как будто вы уже обладаете этим. То есть мозг еще не понимает, что это лишь только ваша фантазия. А система срабатывает. То есть вы еще ничего не имея, вознаграждаете себя так, словно вы уже чего-то добились. И когда вы начинаете действовать, особенно это касается людей, которые мечтают стать богатыми и знаменитыми, но при этом они богаты и знамениты только в визуализации своей. Они искусственно нагоняют этот дофамин, а потом, когда приходит время что-то делать, у них опускаются руки. Почему? Потому что уровень дофамина в состоянии представления о том, что я богатый, в состоянии визуализации, отличается от уровня дофамина в действии. То есть человек выполняет действие, вообще не понимает, что он делает. У него могут опускаться руки, что-то не получается. И что он делает? Он бросает начатое, переключает свое внимание, начинает опять визуализировать и представлять себя успешным бизнесменом. Это называется самообман, в котором вы постоянно находитесь. Этим увлекаться не рекомендуется. Если же вы занимаетесь визуализацией, то установка должна быть следующая. Действие и мысль действия, мысль действия. То есть если я представляю себя богатым, я тут же себя ловлю на мысли, что мне нужно сделать для того, чтобы добиться этого. Я составляю себе план и определенные действия. Шаг первый сделала, получила результат, добилась маленького успеха. Да, тогда можно опять, легла себе, помечтала, повизуализировала, покайфовала от этого состояния успешности. Опять следующую цель достигла, опять покайфовала. А если вы только и занимаетесь тем, что представляете себе, ничего хорошего не будет. Так что там по поводу с женой? Что по поводу с женой? Нет, дружбы мужчины и женщины не существует. Не существует.
Слушайте, ну чего вы такие вопросы задаете? Стоит ли встречаться с женатым? Нет, не стоит. У нас на этой неделе будет эфир на эту тему. Не стоит. Это же утопия. Вы хотите погибнуть в этих отношениях с женатым. А что ж он жену свою не бросит, к вам не уйдет? Вам нравится быть второстепенной? Актриса второго плана? Это по кайфу такая роль? Парень хочет пожить в гражданском браке перед свадьбой. Я не хочу. Готова максимум 1-2 месяца перед свадьбой. Как быть? Как объяснить ему? Никак не объяснять никакой жизни, никаких ничего. Завтра у нас будет эфир на эту тему. Завтра у нас будет эфир невероятно крутой по поводу сожительства. Завтра мы будем с вами об этом говорить. Все это болтовня. День свадьбы назначен, заявление подано, кольца куплены, родственники уведомлены, платье выбрано, заказан ресторан. Девочки, а объяснять про противозависимые отношения у нас не хватит сейчас времени. Мы как-нибудь отдельно посвятим этому время. Ну хорошо, дружите. Спросите у своего друга, он хочет вас? Так, по-честному, искренне. Спросите, скажи честно, ты меня хочешь как женщину? Ну правда. У друга своего спросите, 10-летнего. Да, так вы замужем, он тоже собирается жениться. А вы просто спросите, ты хочешь меня как женщину? Я тебе нравлюсь как женщина? Ты бы лег со мной в постель? Только не по дурости, знаешь, там, а скажи, серьезно задайте такой вопрос своему другу. Получите ответ, и вы поймете, что кто из вас прав, я или вы. Я вас уверяю, что вам ответят. Ну да, конечно, ты мне нравишься как женщина. Но ты же понимаешь, что я тебя воспринимаю как подругу. Но как женщина ты мне нравишься, да. И с тобой бы я бы, конечно, переспал. Так, возможно ли дружба была, можно ли признаваться мужчине в своих чувствах? Это приятно мужчине, это может спугнуть. А когда вы, Динара, когда вы хотите кушать, вы боитесь спугнуть свой желудок? Вот скажите честно. Что за разговоры? Можно признаваться мужчине в чувствах, это не спугнет его, он зайчик какой-то. Кто он вообще такой? Это же мужчина. Если вы спите с мужчиной, он не пугается там ничего, вы раздеваетесь возле него, он там ах за голову сразу. Не пугается, нормально все. А признаться в чувствах вы боитесь ему. Анна, нет, задания будут выкладываться в закрытую группу. Вы еще не добавились в закрытую группу? У вас на почте должны быть ссылки, должны были прийти. Если не пришли, напишите мне письмо, сообщение, я вам пришлю ссылку. Ревность – это болезнь, основанная на низкой самооценке, на негативных установках. Так, если раньше хотела замуж, когда мужчина созрел, я уже не хочу. Есть ли шанс дальше к чему-то прийти? Но почему вы не хотите уже замуж? Почему вы не хотите замуж?
Как поменять негативные установки на хорошие? Это целая работа над собой. Девочки, я еще раз напоминаю тогда, что у нас 20 сентября стартует 7-й поток онлайн-курса «Я женщина». Этот онлайн-курс рассчитан на тех женщин, которые хотят повысить свою самооценку, проработать негативные установки, проработать и ревность, и взаимоотношения с женатыми мужиками, и отношения с мужчинами, которые не хотят жениться, и отношения с мужьями своими. И просто вы не можете построить нормальных отношений с мужчиной. Этот курс для вас. Также он для тех женщин, которые хотят добиваться успеха и в бизнесе, и в карьере, в творчестве. Почему не получается? Потому что что-то держит, есть какие-то барьеры. Вот на этом курсе мы в течение 4 недель помогаем женщинам что сделать? Поработать над собой, помогаем женщине прийти в состояние, привести самооценку женщины в здоровое состояние, дать ей массу инструментов, благодаря которым она научится чему? Становиться счастливой. Для себя в первую очередь, не для мужиков, не для мужчины своего, не для кого-то другого. Мы учим женщину любить себя, пожить немножко для себя. Пожить для себя для того, чтобы чтобы вы действительно стали счастливы, независимо от того, есть мужчина или нет. Слушайте, что это за женщина такая? Вы женщина или вы кто вообще? Взять, я удалю эту сумасшедшую. Я терпеть не могу людей, особенно женщин, которые так вот выражаются. Сбежала откуда-то из психушки и сидит здесь в эфире нашем. Можно ли спасти семью, если муж игроман? Зачем? Вопрос задайте, зачем? Оставьте своего игромана, пусть играет. Не спасете вы его. Нет ничего, что может повлиять на мужчину для того, чтобы он отказался от этого. Если мужчина постоянно приходит к ребенку с приставами, после развода прошло 2 года, ребенок не хочет подходить даже, мучает судами и штрафами, это нормально? Ну, конечно, не нормально. Вы ему объясните, что потому ребенок к нему и не подходит, что он с приставами приходит. Муж постоянно смотрит порно, я тоже смотрю, смотрим, учимся. Мужчине по природе интересно поглазеть, но раньше ревновал, а теперь... Думаю, не страшно. Но это заблуждение очень сильное. Не хочу сейчас об этом вообще говорить. Продолжайте смотреть. Посмотрите, как долго просуществуют ваши отношения. В верности, в преданности друг другу. Посмотрите. Вы смотрите порнографические фильмы вместе, думая, что вы тем самым заводитесь. Вы, конечно, заводитесь. Вопрос, отвечаю, для того, чтобы вам было понятно, очень коротко. У обоих не получается мобилизировать свою гормональную систему до такого уровня, довести ее, выработку гормонов, самостоятельно, без каких-то подручных средств, либо визуализации какой-то. Почему не получается? Потому что ваш прошлый сексуальный опыт травмировал ваше либидо. И ваше, и вашего мужчины. Вы оба с травмированным либидо. Что такое либидо? Это влечение. У вас у обоих травмировано сексуальное влечение. Теперь для того, чтобы завести себя и испытать неимоверный кайф от сексуальной близости, вы включаете порнографические фильмы, которые являются дополнительным стимулятором вашей дофаминергической системы и взрывают ваше сознание. Скоро вам этого будет очень мало. Почему? Потому что порнографические фильмы имеют сценарии различные, имеют различные свойства, вариации. Как только вы прочувствуете или ваш мужчина поймает себя на мысли, что этого уже недостаточно, дофаминергическая система не работает, в вашей постели начнут появляться мужчины, третьи, четвертые, начнут поступать предложения заняться групповым сексом, потом поступит предложение пригласить девочку, потом поступит предложение сходить в свингер-клуб,
потом поступит еще какое-то предложение, и вы поймете, что постепенно ваша семья будет похожа на такой, знаете, скотобойню, где у людей отсутствует напрочь что-то святое, чистое, здравомыслящее, где есть чистота взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Поэтому вот эти разговоры, когда два мужика, два взрослых человека, рассматривая порнографические фильмы, говорят друг другу о том, что нам это просто нравится, вы просто понятия не имеете о том, как вы устроены внутри, ваше сознание, ваши биоритмы, ваша гормональная система, которая уже деструктурирована. И вы сейчас можете даже об этом мужу сказать, и он скажет, что ты слушаешь этого дебила. Это же наше личное дело. Конечно, личное дело. Только задайте себе честный и откровенный вопрос. А вам самой нравится то, что происходит в вашей интимной жизни, и, возможно, те предложения, которые поступают от мужчины? Вы соглашаетесь на них, потому что боитесь потерять его? Соглашаетесь, потому что если вы заявите о своей точке зрения, мужчина может с вами как-то взаимодействовать не так, как надо? Зачем вы себя обманываете? Это любимое занятие людей, которые не уверены в себе. Обмануть себя. Обмануть для того, чтобы праздник у нас, порнушку мы там посмотрели с мужем. Это же так прекрасно, он же не без меня смотрит. Это называется травмированная либидо. Смотрите, пожалуйста, травмируйтесь дальше. С тех пор, как начала носить брекеты, одни козлы стали попадаться. Неужели из-за них? Ну, господи, у вас что, брекеты на всю жизнь появились, что ли? Вы же не щелкунчиком стали, же хлац, клац, 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 клац. Одни козлы стали попадаться. Прекратите, вы уже сейчас спихнули все на брекеты. Это удобная отговорка. Брекеты виноваты. Полгода назад ушла от абьюзера. До этого 6 лет грозилась уйти, но не могла. И он к этому привык. После моего ухода он был в шоке и стал шелковым. Он останется таким или станет обратно абьюзером? Он всегда будет таким, потому что он психопат. Абьюзер всегда будет абьюзером до тех пор, пока не вмешается в свою голову. Вы должны понимать это. Это не меняется никогда за счет того, что он просто сел и сказал себе: ах, она ушла, теперь я стану хорошим. Да, конечно. Обратно сейчас вас заманят очень искусно, красиво, романтично, слезливо, стихами, соплями, подарками, цветами, красивыми ухаживаниями. Заманят, заманят, заманят. Дверца закроется, и вы опять окажетесь где? Опять окажетесь в ловушке. Вам опять начнут уничтожать вас. Не надо заниматься самоубийством. Вам нравится заниматься самоуничтожением? Примите участие в нашем курсе. Вы поймете, что такое жизнь с абьюзером. Вы поймете, что такое жизнь с газлайтером. Вы даже понятия не имеете, с кем вы живете, правда. Вот я, когда девочки приходят к нам на курс, учатся, они потом вот с такими глазами мне в 3 часа ночи звонят и пишут: Марко, оказывается, я теперь все поняла. Мой муж абьюзер, мой муж всю жизнь газлайтингом занимался. Вот я сумасшедшая, блин, все, капец, хана, я теперь поняла, почему я так живу. Еще раз напомню, что у нас курс стартует 20 сентября. 20 сентября, в этот четверг, стартует 7-й поток онлайн-курса «Я женщина». Где бы вы ни находились, вы можете принимать участие в этом курсе. Ссылка на регистрацию у меня в верхней части профиля Instagram. В самом верху, где написано Марк Бартон, психолог-телеведущий, ниже есть ссылочка. И по ней переходите и можете зарегистрироваться. Девушки, ВКонтакте я вам сбрасываю ссылку на регистрацию вот сюда. Если парень смотрит порно, то это неудовлетворенность пропустила начало эфира. Девочки, я еще раз повторяю, что если парень смотрит порно, у вашего парня больное либидо. Да, из Украины тоже можно зарегистрироваться. Да. Мы, смотрите, когда, газлайтер и абьюзер — это немножко разные понятия, там разные формы есть. Это почти одно и то же. Почти одно и то же. Люсенька, Лисенко, повторите вопрос.
Конечно, можно. Его можно оздоровить. Его можно оздоровить. Это процесс длительный. Это длительный процесс. Если вы смотрите, еще раз объясняю вам. Вот давайте вот так возьмем такую простую вещь. Если женщина, мужчина регулярно обманывают свой организм, вот давайте внимание. Когда вы видите порнографические фильмы, возбуждаетесь от того, что там происходит, то начинает работать дофаминергическая система, начинает работать серотонин, начинает работать масса других гормонов, и адреналин подключается, и эндорфины, все что угодно, все что угодно. Но ваше сознание не определяет, что это все находится за стеклом. То есть по факту вы занимаетесь самообманом, вы дестабилизируете свою гормональную систему, вы даже потрогать этого не можете. Это все в ваших фантазиях. А учитывая то, что вы самостоятельно познавая себя и вгоняя в максимальное состояние гормональное, вы его улавливаете, мужчина уже не сможет этого сделать. Встретив мужчину, что происходит? Что происходит? Мужчина, который окажется рядом с вами, вот такой же, как и вы, порносмотритель, который анонирует там в душе целыми днями, обнуляя свою силу мужскую, обнуляя свою энергетику, лишая себя тестостерона, так же, как вы себе лишаете женской энергии. Вот вы и встретились двое. И потом вы удивляетесь, почему у вас нет хорошего секса, почему вы после сексуальной близости не способны испытать максимум удовлетворения. Почему ваш муж анонирует в душе утром вместо того, чтобы заниматься сексом с вами? Почему? Потому что его подсознание, его сознание, его гормональная система, его психика, его либидо заточены на что? На взаимодействие в определенном ритме. Этот ритм, он знаком только для него одного, так же, как и для вас. Поэтому вы, конечно же, можете продолжать это делать дальше? Не вопрос, не вопрос, пожалуйста. Потом вы удивляетесь, по какой причине у вас не получаются отношения с мужчинами. Почаще это делайте. И мужчины пускай почаще это делают. У нас в стране там 60% мужчин хронические анонисты, понимаете? Я это сейчас не шучу. Мужчины, которые регулярно занимаются самоудовлетворением. Их больше 60% в нашей стране, не только в нашей. А кто-то кричит, что это очень полезненько, особенно некий господин Полеев, с которым я часто встречаюсь на различных эфирах и съемках. Он мне там вечно дарит свои книжечки. Старенький такой дедушка, сексолог, может быть, знаете. Секс, вот такой он. Смешной мужичок. Вот и он постоянно мне дарит там книжечки. Польза мастурбации, польза анального секса, польза такого секса, польза такого. И вот он все ходит доказывает, что в этом ничего плохого нет. А с другой стороны, ученые, доказывают, что это ужас, это катастрофа, это саморазрушение для мужчины. Ну и поэтому, а у нас страна такая, знаешь, лучше поверим тем, кто подсовывает самые простые, удобные и приятные ощущения. И вот у нас полстраны анонирует перед работой. Уходит на работу, возвращается и продолжает это делать. Потом вы с этими мужчинами встречаетесь, потом вы с ними живете, с этими анонистами, которые вас не могут удовлетворить, а занимаются самоудовлетворением. А 40% это ненормальные, вы считаете, Оленька? Елена спрашивает, подскажите, как грамотно сохранить интерес мужчины к себе? Как не надоесть ему? Вот это самое интересное, знаете что, Елена? Сейчас, Оленька, я вот вам скажу. Только 40%, а вы считаете, что 100% женщин это нормальные женщины? Давайте будем честными. Давайте будем честными. Ну вот правда. Или вы считаете, что все женщины идеальны? Я вам расскажу про идеальных женщин, которые мне присылают свои смски. В разных видах. Каждый день. По 60, по 70 штук. У меня здесь вот так, посмотри, а у меня вот здесь вот так, а у меня здесь вот так. А я умею вот так, а я умею вот так. А женщины, которые меня там ублюдком называют, матом кроют, сидят пропитые, прокуренные все.
Поэтому давайте будем говорить честно, что недостойных женщин столько же, сколько недостойных мужчин. Все очень справедливо. А то, что спрашивает Елена, как грамотно сохранить интерес к себе со стороны своего мужчины, как не надоесть ему. Нужно выбросить из своей головы эту мысль, сохранять интерес мужчины к себе. Выработайте интерес самой себя к себе. Займитесь чем-нибудь, хобби, увлечение, развивайтесь. Покажите своему мужчине, что вы счастливы, потому что вы есть у себя. Тогда у него интерес никогда не пропадет. А если вы будете бегать за ним и смотреть ему в рот и пытаться заглядывать и кричать, что вот, только ты мое счастье, тогда пропадет интерес. С собой займитесь, правда, собственным развитием, собственными какими-то планами. Вот тогда посмотрите, что будет. Тогда у мужчины никогда не будет пропадать интерес к вам. Никогда. Ой, ну вот все, что касается сексуальных костюмов, там этих игрушек с мужем, там делайте, что хотите. Правда. Только не убейте друг друга, главное. Игрушками этими. Ты знаете, сколько? Я смотрел статистику, кстати. Сколько вызовов скорой помощи происходит по адресам, где люди неудачно и неумело используют сексуальные игрушки. Там они понакупают, они же вот насмотрятся порнографических фильмов. Понимаете? И там что-то не туда, куда-то приспособят, и зажим какой-то произошел неудачный. Алло, скорая. Скорая приезжает, там спасатели, и начинают спасать их из неудобных мест, достают то, что предназначалось для натирки башмаков. Понимаете, там нужно было обувь натирать, а они не туда приспособили, и вот застряло. И вот этому нужно быть тоже внимательными. А на чем основаны эти игры? На собственных каких-то надуманных, согласованных единогласно с мужем решениях, либо это что-то навеянное извне. Там насмотрелись они, нагляделись, это же модно, это же круто, там или подруга рассказала. И начинается. Я так скажу, что вот то, что касается двоих людей, да, есть безусловно вещи, вот такие, как связанные там с просмотром порнографических фильмов. Опять же таки, давайте так будем говорить честно. Если это происходит раз в полгода, это одна ситуация. Это одна ситуация. Если это система... Да что ж не ответили, где ваш вопрос? Я не знаю, не могу листать и искать ваш вопрос. 36, 0936. Давайте ответим на ваш вопрос. Где вы? Задайте мне еще раз. Не ответили, не ответили. Люсенко. Напишите еще раз. Вот сижу, смотрю его, правда. У нормального мужчины. Так. Подскажите, пожалуйста, мне 25 лет, у меня 2 детей, но я ни разу ничего не испытывала как женщина. Это во мне проблема? Но нужно пойти к специалисту, к врачу и выяснить. Возможно, это нет, может, это просто психологический барьер какой-то у вас. Муж сидит на сайте знакомств, на сайтах, где можно снять проститутку. Как себя вести? Говорит, что это вирус, хотя секс... Что это? У вашего мужа проблемы с головой. Вот что это. Муж изменял, поссорились, он сказал, нужно быть умнее и хитрее. После ушел к другой, которая была еще с ним, когда были в браке. У них будут нормальные отношения? Вот это вот мне 3 раза вот это писали, скажите мне. 3 раза я задавал запрос. Откуда я знаю, какие у них будут отношения? Откуда я знаю, какие у них будут отношения? Вам это зачем? Может быть, вы подумаете лучше о том, какие у вас будут отношения в дальнейшем с мужчинами? Как сделать, построить свою жизнь, чтобы следующий мужчина не бегал от вас никуда? Пятый раз. Как получить вашу помощь мужчине? У него очень много негативных установок. Это ваше желание или желание мужчины?
Это ваше желание или желание мужчины получить помощь? Ой, девочки, девочки. Девушки, убрать закомплексованность к жизни, убрать негативные установки, научиться взаимодействовать с мужчинами, научиться выстраивать отношения. Давайте я отвечу на ваши все вопросы, сведу ваши вопросы в единое целое и отвечу вам на него. Хотите? Вот вы спрашиваете, как сделать так, что муж ушел, он там будет счастлив с другой женщиной или не будет? А вот мой муж меня раньше там унижал, оскорблял, а сейчас я его выгнал, а он хочет обратно. А как повысить самооценку? А как сделать вот это? А как сделать вот это? А как научиться знакомиться с мужчинами? А можно ли первые проявлять инициативу? А можно ли вот это? А можно ли вот то? Вот вы задаете вопросы, которые вообще бессмысленны. Знаете почему? Они вас беспокоят, безусловно, потому что это ваша внутренняя боль. Но они бессмысленны по своему существованию вообще. Почему? По какой причине? Потому что вы понятия не имеете, кто вы. Вы понятия не имеете, что такое любовь к себе. Ведь человек, который любит себя, после измены он не остается там, где ему изменили. Человек, который любит себя, он не живет с алкоголиком, он не живет с игроманом. Он не живет с человеком, который останавливает его развитие. А так как вы не развиваетесь, а деградируете вместе со своими мужиками, вы задаете эти вопросы. Кто бы помог извне для того, чтобы вытащили меня за макушку вместе с моим мужиком? А нужно ли мне, моему мужику, пройти такие курсы? Вы что-то пытаетесь сделать для всего мира. Вы переживаете за своих детей, вы переживаете за своих родителей, вы переживаете за своих подруг, вы переживаете за своих коллег, вы переживаете за своего мужика-мудака, которого нужно взять за шкирку, выбросить нафиг из дома, чтобы он пошел на работу, а не сидел, не играл в компьютерные игрушки, не проигрывал деньги, лишая детей нормального питания и отдыха. Понимаете, вот с этими людьми вы живете, с ними вы спите, вы ложитесь к ним в постель, вы показываете им, что они мужчины. Каким образом? Вы спите с ними, вы спите с игроманами, с алкашами, с наркоманами, с лентяями, каждый раз подчеркивая их мужественность, говоря им, несмотря на то, что ты дегенерат, я тебе об этом говорю каждый день, я тебя еще и благодарю за это своим телом, своей верностью, своими котлетками, своими рубашками наглаженными. Ты мой любимый алканавтик. Ты же такой хороший, когда не пьешь. Ну ты же можешь быть хорошим. О чем это говорит? Вы катитесь в пропасть. Вы так себя ненавидите, что вам вообще наплевать на свою жизнь. Понимаете? Вы мне пишете, что я злой. Я не злой. Я просто говорю вам правду, которую вы не хотите услышать. Вы посвятили свою жизнь людям, которым насрать на свою жизнь. Вас научили наплевательски относиться к своей жизни. И теперь вы задаете вопросы, которые просто-напросто читать невозможно. Они в то же время и режут ножом по сердцу, а с одной стороны вызывают уже некое раздражение. Почему? Потому что невозможно так ненавидеть себя. Невозможно так не любить свою жизнь. Вам сколько дали жизни? Как кошкам по 8, там, по 10, по 20. Эту жизнь я проживу с дебилом, эту жизнь я проживу с нормальным, эту с наркоманом, эту с алкашом. Кто дал право людям портить вашу жизнь? Скажите мне. Кто дал право? Что вас держит? Я же вам не говорю сегодня, сейчас встаньте и пошлите своего мужика в задницу. Нет. Я вам говорю, вы себя полюбите хотя бы. И мы не знаем как. Я вам отвечаю на вопрос. Пройдите 4-недельный курс у меня. Пройдите его. Вы думаете, это замануха какая-то? Ну, девочки, которые проходят, почему-то меняют свою жизнь, а вы не хотите поменять. Вы так и будете сидеть и смотреть здесь эфирчики. Ну, конечно, смотрите, мне не жалко, я провожу каждый день практически. Смотрите, я делюсь информацией бесплатно, но есть моменты, которые нужно что сделать? Проработать глубоко. Нужно взять ручку, нужно взять лист бумаги,
выписать вопросы, которые вам дают на курсе, ответить на них, сопоставить, сделать выводы какие-то, закрепить полученные знания вместе с нами на вебинарах, в прямых эфирах. Не здесь, а в закрытой группе уже. А вы сидите и рассуждаете, как мужа вернуть, как сделать так, чтобы не изменил, а как сделать так, чтобы больше не уходил, а чтоб не бил, чтоб не пил, чтоб не играл, парень, не парень. Вот даже само слово парень, понимаете, может ли парень нести ответственность, может ли парень воевать, может ли парень быть сильным и мужественным? Нет, парень он потому и парень, что он еще не стал мужчиной. А вы пишете мой парень, мой парень, мой парень, мой парень. Даже те мужчины, которых вы мужчинами называете, они еще ими не стали. А вы парня называете мужчиной. Парень уже сексом с вами занимается и одновременно еще играет в игрушки, сидит. Так конечно, он понятия не имеет, что такое быть мужчиной. Он понятия не имеет, что такое стать мужчиной. Я с самого начала сегодня что сказал в начале эфира? Что если женщина становится средством для достижения цели, средство, это как пенка для бритья. Для того, чтобы быть красивым, ну и побриться мужчине, нужно взять пенку для бритья, помазать мордочку и потом смазать и смыть ее. Вот и все. Поэтому вы решайте сами для себя. Если хотите меняться, пожалуйста, я не против. Не хотите, можете дальше смотреть эфиры. Возможно, когда-нибудь я до вас докричусь. Девушки в ВКонтакте, вот вам ссылка на регистрацию в курсе. Девушки, которые смотрят трансляцию в прямом эфире в Инстаграм, ссылка на регистрацию в курсе находится у меня в верхней части профиля. Под описанием. Марк Бартон, психолог, телеведущий. Ниже есть ссылочка. На нее нажимаете, попадаете на сайт регистрации. Но это правда несправедливость по отношению к себе. Несправедливость по отношению к себе в первую очередь. Понимаете? Вы постоянно что-то ждете, сидите, постоянно что-то высиживаете. А задайте себе вопрос, мои прожитые годы дают мне право сделать вывод, что что-то в моей жизни не так? 10 лет, 20 лет. Сколько вы в отношениях с мужчинами? Сколько вы в отношениях с этим миром? А сколько вы в отношениях с собой? С собой. Из чего состоит ваша жизнь? Вы счастливая женщина? Без мужчины, без детей. Вы счастливы? Нет, надо сидеть и постоянно задавать вопросы. Здесь не так, там не так, муж ушел, муж бьет, муж играет. Муж, который играет, не должен заниматься сексом. Муж, который пьет, не должен заниматься сексом. Муж, который бьет, не должен заниматься сексом. Муж — это не манипуляция. Это не манипуляция. Это нормальное уважение к себе, женщины к себе. Если вы ложитесь с алкашом в постель, вы себя не уважаете. Если вы ложитесь с мужчиной, который вас считает дурой, овцой, там еще как-то называют, мужчины разные названия придумывают вам. Вы уже перебрали весь зоопарк вместе с ним в лексиконе своем. Вы с этим мужчиной после этого спите, потом вы задаете вопросы, спрашиваете, как наладить отношения. Никто же не говорит о том, что никто не говорит о том, что все мужчины идеальны или все женщины идеальны. У вас тоже подарков очень много. Вот почитайте комментарии некоторых девушек здесь, которые пишут гадости разные. Или в личные сообщения. Вот они находят себе подобных. Это они должны спать. Понимаете, вот дурачок должен спать с дурочкой. Наркоман должен спать с наркоманкой. Алкоголик должен спать с алкоголичкой. Игроман должен жить с игроманкой. Чтобы вот эти парные создания вместе катились в пропасть. Ну а если вы считаете себя нормальным человеком, если вы считаете, что вы хотите жить счастливой жизнью, так что вы в пару с этим вот человеком, которому наплевать на себя, куда-то идете? Или вы думаете, что вы спасете его? Не спасете никогда. Или вы думаете, вы его переделаете? Не переделаете. Почему? А почему, откуда берется это сумасшедшее желание помочь? Я вас уверяю, не потому, что вы такая добродетельная. Не потому, что вы такая верующая и ходите в церковь, и вас в церкви научили, и Библия научила вас спасать тех, кто нуждается в помощи. Нет, дорогие мои.
Вы такие отчаянные и такие милосердные только лишь потому, что хотите, чтобы такое же милосердие по отношению к вам проявил ваш мужчина. А почему вы так нуждаетесь в этом милосердии? Потому что вас самих спасать надо. Вам самим так плохо, так страшно и ужасно наедине с собой, что вы хотите спасти вот этого своего неудачника для того, чтобы он потом отблагодарил вас и сказал: спасибо тебе, родная, за то, что ты меня спасла. А он так не скажет никогда. Ему наплевать на свою жизнь, а тем более на вашу. Остановитесь уже в какой-то момент и прекратите набивать себе шишки. Прекратите набивать себе шишки. Мчаться куда-то. С одним мужиком познакомились, не получилось. С другим познакомилась, не получилось. Остынь. Остыньте. Возьмите паузу. Я 200 раз уже говорила. Для того, чтобы у женщины получились нормальные отношения с мужчиной, там разница в временной промежуток между вот этими взаимоотношениями должен быть хотя бы там 4-6 месяцев. 4-6 месяцев. А у нас, знаете, женщина, не успела развестись, не успела расстаться с парнем, она уже идет на свидание, она уже идет с подругами на танцульке, уже знакомится с другими мужиками. Да у тебя еще психика твоя не перестроилась, еще гормональное состояние не пришло в норму, гормоны не адаптировались под взаимодействие с твоим организмом. Ты еще сама не научилась жить нормальной жизнью, уже влезаешь в другую систему взаимоотношений. Вы постоянно себя ломаете, 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 ломаете. Для чего? Для чего? И сейчас это все прикрывается, знаете чем? Это все прикрывается, мы идем в ногу со временем. Это старомодные штуки. Это все там бабушкины рассказики. Ну конечно, если ты дурачок сидишь в своей комнатушке или дурочка и ничего кроме Бузовой не знаешь, не читая книги, не развиваясь, ничего не делая, а только лишь изучая, где подтянуть задницу, а где подтянуть брови, чтобы они не упали на ресницы. Конечно, это считается старомодным. Конечно. А там, где мы рассказываем, мы говорим девушкам о том, что, каким образом устроен организм женщины. Что это невероятно сложный механизм. Что это не просто голова, грудь, попа и ноги. Это невероятно сложный механизм, который является чем? Чем является? Организм женщины дарит жизнь. Дарит жизнь. Организм женщины до такой степени уникально устроен, что он способен давать жизнь другую. Создавать, вынашивать клетку. Из маленькой клеточки развивать, 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 давать жизнь. И таких жизней женщина может дать не одну, не две, не три, и даже не 5. О чем это говорит? Что женщина это невероятно сложное по своей конструкции, созданию человек. Это не коробочка с ананасами, понимаете? Это не мужчина. Это не мужчина даже. Это все гораздо сложнее устроено. А вы пользуетесь этим, знаете, такое ощущение, как будто бы вы чебурек на рынке. Чебурек на рынке. Кто хочет кушать? Я готовая. Кто хочет кушать? Возьмите меня. Угу. Поэтому, конечно, можно бесконечно ответить. Ну, большая разница в возрасте, это достаточно сложные взаимоотношения, где разница в 15-20 лет. Давайте будем честными. Женщине 30. Мужчине 50, женщине 35, пик сексуальной активности у женщины, да, когда она только лишь начинает раскрываться как цветок, как роза в этих отношениях с мужчиной, ей хочется насыщать себя. У нее просто сумасшедшая реакция на мужчину, на тестостерон его. Она понимает, что и она себя начинает чувствовать, она себя знает. А рядом с ней мужчина, у которого уровень тестостерона уже что делает? Улетает. Он уже не способен давать
такой обратной связи. Это редкий случай, когда мужчина на 20 лет старше женщины, там, в 50, в 60 лет ведет активный образ жизни, он следит за собой, он поддерживает на должном уровне состояние своего здоровья, у него все в порядке, там, с потенцией, с гормональным фоном, но ты не обманешь никогда природу, не обманешь. Рая, едите пирожки. Вы умеете пирожки готовить? Нет? Мне интересно. Сейчас посмотрю на Раю. Умеет ли Рая готовить пирожки? У Раи здесь одни котята. Но сразу видно, что вот ты заходишь к женщине на страничку и понимаешь, что у нее котики, чебурашки и еще что-то. Все сразу ясно становится. Мышка. Телефончик можно. Конечно, можно. Да, звоните Рая. Ну, если женщина старше, тем более. Взаимоотношения мамы и сына, и наоборот, взаимоотношения дочки и папы. Дочки и папы. Да нет, ну если вам комфортно, если вас все устраивает, если вы готовы взаимодействовать с мужчиной даже в тот период, когда он не сможет быть столь сексуально активен, как вы. Это ж не все ж не сводится к сексу, понимаете? Смотря на чем основаны ваши отношения. Любовь и секс — это вообще разные понятия. Да? Есть семьи, в которых невероятные чувства и любовь, а люди там еще могут пожаловаться на то, что да, мы любим друг друга, но, конечно, как-то вот в сексе у нас немножечко не так, как хотелось бы. Рая делает пирожки с котятами. Вы не обижайте, господи, что ж, я вообще никогда ни на кого не обижаюсь. Раечка, вы что говорите такое? Так, у меня с мужем разница 25 лет, я, наверное, себе искала папу. Ну, все возможно, если вам хорошо. Вот, если вам хорошо, это хорошо. Вот честно, если вам хорошо с мужем, какая вам разница, какая у вас разница в возрасте? Если вам хорошо, какая разница, есть ли разница? Вот правда, стихи получились. Девочки, я могу пропускать чьи-то вопросы, я же не могу как робот отслеживать каждый вопрос. Да, девочки, все, о чем вы сейчас пишете, если мужчина младше, но сознательно зрелый, если мужчина несет ответственность, если мужчина не ищет вас маму, которая будет решать его проблемы, это одна ситуация. Бывает и такое. Знаете, есть парни в 25 лет, у него там уже с головой все в порядке, все на своих местах стоит. Работа, ответственность, цель в жизни, у него все хорошо. Все хорошо. А есть люди и в 40 лет, у него с головой не все в порядке, там дырка у него. Как привлечь мужчину достойного? Внимание! Внимание! Вот давайте на этом и закончим. Осталось 4 минуты. Как привлечь достойного мужчину? Как его привлечь? Если в вашей жизни до сих пор не появился достойный мужчина, вы его никак не привлечете. Удивительный ответ. Если в вашей жизни до сих пор не появился достойный мужчина, вы его никак и не привлечете. Почему? Потому что вы не знаете, как взаимодействовать с достойным мужчиной. Почему? Потому что, я вас уверяю, в вашей жизни наверняка появлялись достойные мужчины, которые вам по какой-то причине показались странноватыми, ненормальными, еще какими-то. Понимаете? Ведь если мужчина в вашей голове не вызывает эффекта «Вау!»,
у вас там голова не начинает шататься в разные стороны, Паркинсон не начинается. Понимаете? Вот, значит, это нормальный мужик. Вот если начался Паркинсон, трясет всю, вас тянет, вы там с ума сходите, ночь не спите, у вас там все химия, 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 ёкает во всей голове, вы готовы с ним под пояс броситься, с этим мужиком. Это нормальный мужик. А если мужчина за вами ухаживает, делает подарки, но ваша либидо на него не реагирует, почему? Потому что оно привыкло всю жизнь реагировать на идиотов, то вы считаете, что киш, 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 уйди, не мешай, не отвлекай меня, у меня тут охота идет, я охочусь за мужиками, не отвлекайте. Вот примерно так и получается. Примерно так и получается. Так вот, для того, чтобы в жизни женщины появился достойный мужчина, нужно понять вообще, как с ним взаимодействовать. Нужно с собой договориться, понимаете? Нужно с собой научиться взаимодействовать. Нужно определить свое внутреннее состояние. Поработать с собой для того, чтобы подготовить себя к этим взаимоотношениям. Потому что когда в вашей жизни появится достойный мужчина, с ним нельзя общаться так, как вы общались до этого с недостойным. А вы так будете общаться. Сначала аккуратно, а потом начнутся истерики, сопли, вопросы. Ты куда пошел, а с кем ты, скинь мне фотографию, скинь мне то, а ты меня правда любишь. Вы мозги вынесете мужчине достойному, он скажет: дорогая Люся, собирай-ка ты чемодан и вали к своей маме в Житомир, и там будешь сидеть и рассказывать ей, где там нужно фотографию скинуть, какую смс-очку отправить. Не получается у женщины, которая всю жизнь прожила с негативными установками и с низкой самооценкой, войти в нормальные отношения с мужчиной, у которого все в порядке. У которого все в порядке, которого вы называете достойным. Которого вы называете достойным. И вы определите, что такое достоинство для вас. Это что? Это деньги? Или это мужская ответственность, честь, стержень мужской какой-то? Что такое достоинство для вас? Потому что многие же опять же путают понятия, да? Как построить отношения с достойным мужчиной? Признаки достойного мужчины. Вот эти вот рассказывают лысые, губастенькие маменькины сыночки в ютубе. 5 признаков достойного мужчины. И вот он рассказывает, он там и ему подобные. Ребята, сказки разные, понимаете? Если у него бабло, он достойный. Да это может быть последний негодяй в жизни, который убил людей, забрал эти деньги. Это может быть человек, который вообще понятия не имеет, что такое честь и достоинство. Что такое взаимоотношения с мужчиной, с женщиной. Что такое отношения в семье. Что такое дружба мужская. Неважно. Понимаете? Неважно. Но по какой-то причине мужское достоинство причислили к чему? К баблу. У тебя бабки есть, ты достойный мужик. У тебя бабок нет, ты недостойный мужик. Да достойных мужиков знаете сколько? Масса. Миллион мужчин. Вы просто не туда смотрите. Вы не туда смотрите. А смотрите на тех, кто как будто бы денежки у него есть. А с чего он должен делиться своими деньгами с вами? Ответьте мне на вопрос. Даже если взять этого достойного мужчину, он пахал всю жизнь. Он работал, чтобы заработать состояние. Появляется какое-то чудо на длинных ногах, и он должен с ней поделиться бабками своими. Слушайте, мне кажется странным это. Странным не кажется? А почему это он должен сделать? Он должен понимать, с кем он делится. Он должен видеть, с кем он делится. Если он делится с несчастьем, которое понятия не имеет, вообще кто она сама, эта женщина, она несчастна сама в себе, внутри. Она там лежит бедная и умирает. Где мой достойный мужик? Я не могу найти достойного мужика себе. Появляется он, и что дальше? И что дальше? Да ну ладно, девочки, а у вас только тело что ли есть? У женщин же не только тело есть, еще и душа, наверное, имеется, а не только тело. Давайте будем прощаться, у нас осталось 30 секунд до конца эфира. Поэтому завтра мы с вами увидимся в 20:00. Тема у нас будет про сожительство, про гражданский брак. Вот как раз таки и поговорим с вами о том, почему у вас никак не получается женами стать в гражданском браке. Завтра будем говорить на эту тему.
в 20:00. Еще раз напоминаю, ссылка на регистрацию в курсе находится у меня в верхней части профиля Instagram. Ссылка и описание. Марк Бартон, психолог, телеведущий. Ниже ссылочка. Нажимайте. Если есть вопросы, присылайте в директ. Мы найдем вам пару для участия. Всем пока-пока и до завтра. Девочки ВКонтакте, вам тоже всего хорошего. Ссылку вам еще раз дублирую. Если вы не можете найти себе пару для участия в онлайн-курсе, пришлите нам сообщение, мы вам отправим промокод, вы сможете оплатить свою стоимость участия.